Если вы хотите полететь куда-то уже в ближайшее время, хотите принимать солнечные ванны и оставить все заботы, то рекомендую обратить внимание на сайт Travelata, где указаны все новые правила, которые обновляются постоянно. Доминикана. Стоимость от 140 тысяч рублей на двоих. Когда лучше ехать? С ноября по июнь, то есть сейчас сезон. Температура летом 32 градуса, средняя температура в сезон 27 градусов. Виза не требуется до 30 дней. Ограничение по въезду может потребовать страна въезда результаты отрицательного теста ПЦР. Давайте посмотрим подробные требования по въезду. Правила въезда в Доминикану. Подготовка к вылету. Авиасообщение осуществляется на регулярной основе. Авиакомпания вправе скорректировать срок действия теста и формат ПЦР COVID-19 по внутренним условиям и распоряжениям. Страна транзита может потребовать дополнительное оформление визы в зависимости от страны вылета. Виза не требуется до 30 дней. Потребуется оформление туристической бесплатной карточки по прилету. Срок действия паспорта от 1 дня со дня окончания поездки. Налог на проживание не потребуется. Допуск на рейс потребуется для всех туристов, включая детей, обязательно к заполнению анкета «Электронный допуск» для получения QR-кода по ссылке. Ссылка указана на travelata.ru. Ссылку на travelata.ru оставлю в описании под этим видео. Срок оформления не ранее, чем за 72 часа до вылета и на обратном пути в Российскую Федерацию. Формат предоставления необходимо распечатать QR-код в формате, полученном с портала, и сохранить на мобильное устройство. Инструкция по заполнению электронного документа доступна также по ссылке на travelata.ru. Справка ПЦР COVID-19 не потребуется, нет официальных данных о требовании справок. Информируем, что в мире COVID-19 справки и иные требования без предварительного уведомления может потребовать страна въезда. По прилету в Доминикану карантин не потребуется. Страна пребывания в любой момент может потребовать соблюдения карантина. Может быть проведен выборочный, обязательный и бесплатный тест ПЦР COVID-19. В случае отказа власти оставляют за собой право отказать во въезде в страну. На данный момент нет подтвержденных данных об обязательном карантине. Иностранным для Российской Федерации гражданам может потребоваться виза в страну, выбранную по туру в зависимости от страны гражданства, а также виза для возвращения в Российскую Федерацию. Информация о правилах въезда уточняется туристами самостоятельно, то есть можете также в интернете посмотреть. По возвращении в Российскую Федерацию подробнее ознакомиться с правилами возвращения туристов в Российскую Федерацию можно на сайте travelata.ru. Ссылка здесь также указана. Давайте посмотрим. Для граждан Российской Федерации по завершению отдыха не позднее 60 минут до завершения регистрации по возвращению в Российскую Федерацию необходимо заполнить электронную анкету прибывающего на портале госуслуг. Ссылка для заполнения анкеты также указана на сайте. С 20 июля 2021 года для прибывающих в Москву, аэропорт Шереметьево и другие регионы, кроме Санкт-Петербурга, анкета должна быть распечатана на одном листе с двух сторон. Анкета включена в пакет документов по туру. Альтернативный вариант заполнения – бумажный вариант, заполненный на борту воздушного судна. Просим иметь в наличии ручки для заполнения анкеты. Анкета передается сотрудникам Минздрава после получения багажа. Исключение в аэропорт Шереметьево необходимо представить до получения багажа. По прилету в Российскую Федерацию невакцинированным туристам в обязательном порядке потребуется сдать один тест ПЦР COVID-19 не позднее 3 календарных дней, включая дату прилета, включая детей с 0 лет. На время ожидания результатов необходимо соблюдать режим изоляции по месту жительства. Невакцинированные, вакцинированные и переболевшие туристы должны в обязательном порядке загрузить данные результата ПЦР COVID-19, сертификат вакцинации или справку о перенесенном заболевании COVID-19 на портале госуслуг не позднее 4 календарных дней по факту прохождения границы. Штрафы за несоблюдение режима правил возвращения устанавливают компетентные органы Российской Федерации. Ссылки также указаны на сайте travelata.ru. Иностранным для Российской Федерации гражданам может потребоваться виза в страну, выбранную по туру в зависимости от страны гражданства, а также виза для возвращения в Российскую Федерацию. Информация о правилах въезда уточняется туристами самостоятельно.
Повторный тест на обратном пути следования может потребовать авиакомпания. Основным документом прохождения границы Российской Федерации является оригинал ВНЖ, свидетельство о заключении брака с гражданином Российской Федерации или паспорт Российской Федерации. Финальное решение о пропуске в Российскую Федерацию будет принимать пограничный контроль. С 10 июля 2021 года для пересечения границ Российской Федерации потребуется отрицательный результат ПЦР COVID-19, полученный не ранее, чем за 3 календарных дня до прибытия в Российскую Федерацию, с обязательным наличием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». Ссылки для скачивания приложения «Путешествую без COVID-19» на iOS, на Android также указаны на сайте travelata.ru. Поэтому можете ознакомиться, посмотреть. Путешествуйте, радуйтесь жизни, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!